Друзья, я вас приветствую на своем канале «Бизнес по фэншуй». На связи Ксения Давиденко. И в этом видео мы с вами более подробно поговорим про стоп-слова. То есть это слова и фразы, которые в большинстве случаев произносятся неосознанно, когда мы создаем посты, статьи, записываем видео, ведем прямой эфир, либо просто общаемся между собой. Мы используем эти слова, мы используем эти фразы, но при этом они транслируют неуверенность, они транслируют сомнения, которые находятся внутри нас. Смотрите, как это работает. То есть люди неосознанно это считывают. Они считывают вашу неуверенность, они считывают ваши сомнения. Как вы считаете, влияет ли это на активность в соцсетях? Влияет ли это на развитие бизнеса, на привлечение клиентов, на продажи? Конечно, влияет. Почему? Все достаточно просто. Согласитесь с тем, что каждому из нас хочется находиться в обществе сильных и уверенных в себе людей. С теми людьми, которые понимают, чего хотят, которые четко уверены в том, что они делают. Все хотят идти за уверенными и сильными людьми. Поэтому, когда мы неосознанно считываем неуверенность, нам становится это неинтересно. То есть мы сразу это считаем, что это не наш уровень. Поэтому наша задача сегодня разобрать. Я покажу 5 ключевых фраз, которые я встречаю в большинстве случаев у своих учеников, когда разбираю посты, когда разбираю сценарии, пересматриваю видео. И также я покажу, на что их можно заменить. Конечно, этих фраз гораздо больше, но задача сейчас понять хотя бы направление. И вы после этого видео будете осознанно подходить к тому, когда будете слышать у себя эти фразы, либо находить их в текстах. Ну что, поехали. Первая фраза «я думаю». Первая фраза «я думаю». Я думаю, что это видео полезно для вас. Когда мы произносим слово «я думаю», то есть оно транслирует недостаточную уверенность в том, что я делаю. Да? То есть я недостаточно уверена, что оно полезно. Как мы можем перефразировать? Я уверена, что это видео полезно для вас. Смотрите, когда мы создаем какой-либо контент, и в большинстве случаев очень многие, кстати, эксперты думают, да я вроде бы ничего особенного такого не говорю. И вот из этого тоже формируется такая некая неуверенность, правда? И в постах, соответственно, либо видео мы можем использовать «я думаю, что это для вас полезно». Нет, вы уверены. Даже несмотря на то, что Америку уже открыли, ничего никто нового не придумал. Но при всем при том, когда вы выдаете контент, вы прежде всего делитесь своим опытом, своим мнением, своими навыками. Наша задача не просто поделиться каким-то контентом, наша задача поделиться тем, что нам дало это в жизни, какой результат нам это принесло, применяя данный контент, либо нашим клиентам. И вот тогда любая статья, любой пост, любое видео, оно будет полезным и ценным абсолютно для каждого, кто его будет смотреть. Поэтому мы перефразируем и говорим: я уверена, это видео полезно для вас. Следующая фраза. Я надеюсь. Я надеюсь, эта информация даст вам результаты. То есть, когда мы говорим «я надеюсь», это тоже своего рода транслирует неуверенность. То есть, я недостаточно уверена. Давайте так, когда мы создаем какой-то контент, мы его пишем на определенного рода аудиторию. То есть, мы его пишем для кого-то, для какой-то аудитории, раз. И во-вторых, мы должны четко понимать, что этой аудитории это действительно интересно. Давайте сейчас приведу такую банальную аналогию. Представьте, что вы готовите любимое блюдо для своих домочадцев. Вы же уверены в том, что они будут это с удовольствием кушать, потому что вы знаете, что у них это любимое блюдо. Так вот, когда мы создаем контент, мы должны четко понимать, для кого мы создаем этот контент, и мы четко понимаем, что этот контент действительно для них будет интересным, полезным, ценным, даст результаты. Поэтому как мы можем здесь перефразировать? Для тех, кому было полезно это видео, поставьте лайки. Да, кстати, поставьте лайки.
Вот, или, например, для тех, кому эта информация оказалась полезной, пожалуйста, поблагодарите меня лайками прямо сейчас. Что мы в этом случае делаем? В этом случае мы сужаем аудиторию, то есть мы говорим, для тех, кому это полезно. В любом случае это кому-то было полезным, пусть даже если это один человек. Ну и потом, друзья, вот сейчас внимание, нужно запомнить одну простую вещь. Нужно, во-первых, расслабиться, это раз, а во-вторых, нет задачи нравиться всем, нет задачи быть полезной для всех, есть задача отдать свой опыт, отдать свои навыки тем, кто это действительно ищет, кто в этом действительно нуждается. И когда мы говорим, что для тех, кому это было полезно, мы как раз-таки и транслируем, что мы не собираемся быть полезными для всех. Ну, это невозможно, это непосильная задача. Но те, кто ищет, друзья, я знаю, что для вас это полезно. Третья фраза. Мне кажется. Мне кажется, что эти фразы не дадут вам результата. Чувствуете, да? Сразу идет такая некая неуверенность. Что значит «мне кажется»? Даже если вы не до конца уверены в том, что вы говорите, даже если какие-то есть сомнения, как лучше заменить эту фразу? На мой взгляд, эти фразы не дадут вам результата, друзья. Они будут влиять на продажи. На мой взгляд, они влияют на продажи. Чувствуете сразу, как меняется интонация, сразу как поменялась уверенность, как поменялись даже внутренние ощущения. Да это слышится даже абсолютно по-разному. Поэтому мы заменяем «мне кажется», на мой взгляд. Каждый из нас имеет свою точку зрения, имеет на нее право. У каждого есть свое мнение, свой опыт, свои навыки, и мы вправе этим делиться. Поэтому, на мой взгляд, сразу отсылает нас к тому, что это просто наша точка зрения. Мы ни на что не претендуем. Четвертое. Скорее всего, этот метод не подойдет в вашем случае. Да? Тоже транслирует неуверенность. То есть мы не до конца уверены, действительно подойдет, не подойдет. Как мы в этом случае можем поступить? На что мы можем заменить фразу «скорее всего»? На фразу, которая будет ссылаться, например, на какой-то источник. Я читала недавно статью, в которой было написано, что этот метод не сработает в данном случае. То есть я сразу беру и ссылаюсь на какой-то источник, на какую-то статью, но здесь желательно выбирать источник, который является авторитетным для вашей целевой аудитории. Например, когда я провожу мастер-классы, либо провожу вебинары, я очень часто ссылаюсь на источник Священное Писание, так как я их изучаю, я их трактую, я очень часто ссылаюсь. Я говорю, смотрите, ребят, Священные Писания говорят о том, что если вы будете ценить малое, вам будет даваться большее. Или, например, я просто скажу, ребята, надо научиться просто ценить малое, и вам будет даваться большее. Ну или что-то в этом роде. То есть пример понятен, да? Как только я ссылаюсь на какой-то источник, сразу добавляется веса информации. То есть информация приобретает некий вес. И уже действительно в этом есть некая уверенность. Ну и потом, ссылаясь на какой-то источник, у меня у самой уверенность от этого растет. Ну и пятое, это возможно. Пятая фраза, это возможно. Возможно, я еще буду записывать видео на эту тему. То есть чувствуете, да, возможно, то есть я не уверена, а надо ли, да, то есть я не уверена в том, интересно ли вам это, а надо ли вам это глубже, а хотите ли вы об этом узнать больше, то есть как я могу перефразировать данную фразу. Я запишу это видео для тех, то есть я запишу еще на эту тему видео для тех, кто любит углубиться, кто любит психологию, кто действительно хочет построить для себя грамотный бизнес в соцсетях, потому что бизнес в соцсетях, он построен чисто на психологии, чисто на своей энергии. То есть нужно для себя сформировать некое ядро, в которое будет входить ваша концепция, ваша энергия, ваша стратегия. И на основе этого ядра вы будете, соответственно, выстраивать и подачу продукта, и подачу себя, и за счет этого у вас и будет и активность в соцсетях, да, у вас будет и продажи постоянно, то есть и у вас будет при этом стабильный доход. Все. То
То есть, но я запишу это видео для тех, кому это надо. Соответственно, мы сужаем аудиторию, говорит, для тех, кому надо. Вот, поэтому смотрите, то есть давайте сейчас задумаемся на 1 секунду. То есть вообще, откуда берутся вот эти фразы? То есть мы их по факту произносим неосознанно. И по идее у нас есть два пути. Мы можем все время пытаться отслеживать у себя эти фразы и пытаться их на что-то заменить, а их на самом деле гораздо больше. И те, кто ко мне идут в наставничество, я эти фразы прям на примерах им и показываю. То есть, когда мне сдают посты, там сценарии, когда я прочитываю какие-то вот все вот эти домашние работы, я всегда говорю о том, где какие фразы человек часто использует, которые транслируют неуверенность, да и не только, да? То есть, соответственно, у нас есть два пути. Либо мы будем пытаться их просто-напросто на что-то заменить, либо мы сформируем в себе уверенность, которая будет транслироваться автоматически. Тогда давайте разбираться, откуда берется эта неуверенность. Эта неуверенность берется от того, что внутри себя мы не до конца уверены, а правильно ли мы подаем свой продукт, а правильно ли я подаю себя, а точно ли люди меня понимают, потому что зачастую происходит так, что то, что вы транслируете для людей, им либо это непонятно, да, либо они просто как бы вот вы на своем птичьем языке разговариваете, и они вас не слышат, не понимают. То есть если на сегодняшний день ваш продукт продается плохо, у вас маленькая активность в соцсетях, но при этом вы совершаете постоянные действия, и это говорит о том, что люди не видят ценности ни в вас, ни в вашем продукте. То есть вы разговариваете с ним не на одном языке, то есть на разных языках, они вас не слышат. То есть это частая ошибка. И когда внутри сидит вот это сомнение, а правильно ли я доношу, а точно ли мой продукт принесет результат, а точно ли я смогу довести человека до результата, а точно ли мой товар подойдет, да, и вот этих «а точно», «а вдруг», «а если», вот это вот внутреннее, да, вот эти все сомнения, неуверенность, они однозначно потом и транслируются у нас неосознанно, да, автоматически в наших словах, да, в наших разговорах, в наших текстах. То есть что, соответственно, нужно сделать? Да? Еще раз, нужно сформировать ядро для своего бизнеса, в котором вы четко будете понимать, какая концепция будет у вашего бизнеса. Что это значит? Это значит, как вы будете подавать себя, чтобы люди вас видели, того человека, за которым нужно идти. Как нужно подать свой продукт, чтобы люди видели его ценность, чтобы они с удовольствием его сами покупали. То есть не нужно никому ничего навязывать. Когда люди видят ценность, они покупают сами. Нужно четко понимать, с какой энергией вы будете обращаться к людям, да, в какой момент, какую энергию вы будете применять для того, чтобы больше притягивать к себе вот именно своей целевой аудитории, с которой комфортно работать. Это все входит в ядро. Понимаете? И когда у вас будет четко все разложено по полочкам, когда вы все свои знания структурируете и разложите по местам, у вас формируется четкая уверенность. Вы четко знаете, что вы понимаете свою целевую аудиторию, что вы транслируете ей то, что она вас слышит, она вас четко понимает, что вы правильно подаете свой товар, правильно подаете себя, правильно подаете. Это работает, и вы четко осознаете, что вы действительно даете людям результат. Понимаете, откуда берется эта уверенность? То есть это равносильно тому, что вот вы заходите в комнату, да, и одна ситуация, вы не помните, где что лежит, да, вы не понимаете, где найти тот или иной там инструмент или какой-то там элемент, неважно, да, и другая ситуация, когда вы заходите, вы четко знаете, что у вас все настолько разложено по полочкам, да, настолько все это структурировано и порядок, вы уверенно подходите, берете то, что вам надо, и, соответственно, используете. То же самое в бизнесе. Вы открываете шкаф, вы уверенно знаете, какую сейчас энергию с полки взять, вы уверенно знаете, какие слова сейчас применить, да, вы знаете, какие фразы сейчас взять, что человеку дать и так далее. То есть вот откуда формируется эта уверенность. Каждый выбирает свой путь сам. Можно искать у себя эти фразы и пытаться все время их заменять, а можно выработать ядро для своего бизнеса, благодаря которому у вас и сформируется эта четкая уверенность. Друзья, я благодарю вас за внимание. Смотрите, в чем заключается домашка. Сейчас найдите
Найдите свои посты, статьи, проанализируйте свои видео, какие из этих фраз вы упоминаете. Прям напишите в чате, какие из этих фраз вы наиболее часто упоминаете в своих разговорах, в своих текстах. И это очень важно, и прямо сейчас у себя найти косяки. И напишите обязательно в чате. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Давайте прямо сейчас сразу на практике. Для тех, кому было это видео полезно, ценно, интересно, отблагодарите меня лайком и поделитесь со своими коллегами. Все, друзья, я была на связи с вами, Ксения Давиденко, это проект «Бизнес по фэншуй». Увидимся в следующих видео. Пока!